Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее интервью – это мое второе интервью за сегодняшний день, 23 декабря. Оно является логичным продолжением моего предыдущего видео, номер 641. Ну и продолжаем о важнейших текущих событиях, которые состоялись вот в течение последних нескольких дней. Открываю я газету The Times, британскую, одну из старейших в мире уважаемых газет. И читаю статью под заголовком «Чем захочется война в Украине? Победа над Россией выглядит маловероятной. Помимо приближения второй годовщины вторжения, Киев переключает внимание на удержание своей территории, а не на победу над врагом». Ну вот я прочитал этот заголовок, и нет сил просто, нет сил. Потому что в основном статья основана на высказываниях полковника Романа Костенка. Военный командир, заслуженный военный, депутат, секретарь, он член комитета по национальной безопасности, обороне, разведке. Человек, в общем, заслуженный. Но вот я вот читаю это, и у меня главная мысль. Ну вот зачем он это рассказал? Кому это он рассказал? Что вообще творится-то в информационном пространстве Украины? Я вам должен сказать, вот как человек, имеющий опыт во внешней разведке, вот эта информация, это как раз та информация, которая, она самая ценная для руководства страны врага. Самая желанная информация. Это как раз вот то, что резидентуры бегают. Но сейчас, надеюсь, нету резидентуры. Вернее, как, она есть. Но она, так сказать, нелегальная сейчас, подпольная. То есть в посольстве резидентуры уже нет. Но то, зачем бегает враг, его шпионы охотятся. Человек высокопоставленный, я имею в виду Костенко, он находится в комитете, куда стекается информация по военным делам, по обороне, по разведке. То есть там люди, имеющие мозги, могут, так сказать, анализировать, синтезировать массу информации из различных источников и делать выводы. И вот эти стратегические выводы, вот они. И этот полковник Костенко их излагает. Что дальше происходит? Дальше идет телеграмма в центр, в Москву. Там пишутся информационное сообщение или молния с грифом особой важности и прямо туда, в Кремль. Ну и помимо этого, значит, идет, естественно, в руководство СВР, руководство ФСБ, руководство ГУР, в Кремль на самый высокий уровень, где вот сообщается, что делает. То есть тут просто информация для размышления Путину и для принятия действий, его действий. Если вот так вот считает на таком уровне, не какой-нибудь пиарщик из ОП Ермака, а вот человек заслуженный, нет оснований ему не верить. Ну вот и решай, Путин, что тебе делать. А что делать? Окопаться, сидеть и ждать. То есть все, Украина не готовится уже к освобождению своих территорий. Это подарок просто. Вот эта информация – это подарок. Дальше, что наговорил полковник Костенко. Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может затянуться на годы и годы. У России есть для этого ресурсы. А ее народ будет терпеть, говорит полковник Костенко. Член комитета там и так далее. Он также сказал, что сомневается в том, что какое-либо западное оружие сможет выбить путинские войска с их сильно укрепленных оборонительных рубежей. И его сомнения касаются и Атакамс, и F-16. То есть они ничем не помогут. Ну, то есть это уже ценная информация для тех на Западе кругов, которые противятся, которые не видят смысл в оказании дальнейшей военной помощи Украине. Но в самом деле, если вот на таком уровне считается, что победа на поле боя крайне маловероятна,
То есть Зеленского недавно вызывали в Вашингтон для того, чтобы заслушать план победы. План победы. Он не смог его изложить, а тут оказывается, что его и нет, и быть не может. Ну и тут, понимаете, американский инвестор, он, так грубо говоря, цинично, давайте вот без эмоций, там, ах, как же люди гибнут. Да, люди гибнут, но вот рассмотрим это цинично. Сидит инвестор, которому говорят, ты выделил уже 111 миллиардов долларов, и вот ситуация, которую описывает полковник Костенко. А нафига мы еще будем туда 161 миллиард вкладывать? А европейцы подумают, а зачем мы будем вкладывать свои 50 миллиардов? Дело-то безнадежное, как говорит полковник Костенко. А люди, которые не давали атакам с F-16, они скажут, ну вот видите, и зачем? И слава богу, что не давали. Видите, объясняется вам, что дашь, не дашь, все равно толку никакого не будет, ничего они не сделают. И эта информация дается вот тогда, когда в Конгрессе сейчас с трудом, с скрипом решается вопрос, висит, всех трясет друзей Украины. Дадут или не дадут 61 миллиард? То же самое в Европе. Удивительно просто. Я тут тоже вот читал это и тоже вспоминал, что я так думаю, что мадам Безугла, она же член этого же комитета, которая требовала жесточайшим образом от генерала Залужного, чтобы он представил план победы и вообще боевых действий на следующий год, на 24-й. Как, что он собирается делать и так далее. Ну, а тут и секретарь. Вот вопрос. Вот вам ответ на вопрос. Какие планы можно давать в этот комитет, если потом об этих планах, оценках этих планов рассказывается на страницах британской газеты «Таймс». Читая это все, думаю и вспоминаю один из классиков российской литературы говорил, если я засну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что происходит в России, я отвечу, пьют и воруют. Вот аналогично я скажу, если я засну, и в конце следующего года проснусь, и меня спросят, что происходит в Украине, нет, чем занимаются государственные мужи и дамы в Украине, я отвечу, воруют и болтают и воруют. Вы знаете, есть у американцев так, вот юридический термин gag order. Это когда судья запрещает сторонам, принимающим участие вот в судебном заседании, что-либо говорить публично по поводу того, что там происходит. Кстати, вот последний раз это в суде над Трампом, когда он там комментировал много, что происходит, ему запретил это делать. Gag order. Вот есть ли какая-нибудь инстанция в Украине, которая бы выдала это gag order, запрещающее государственным мужам и дамам вообще что-нибудь говорить по поводу, давать оценки свои того, что происходит на полях сражений Украины, и давать прогнозы на будущее. Хочу обратить ваше внимание, вот Мордор, там тоже люди не Черчилли во власти. Тот же самый Патрушев, вот как его описали Wall Street Journal. Кстати, не рассказал Wall Street Journal. Там рассказывает, что он, в общем-то, маразматик. То есть он серьезно рассказывал в интервью своих, что Америка страшно хочет захватить Россию, потому что скоро там в штате Вайоминг взорвется вулкан, который сделает значительную часть территории Соединенных Штатов непригодной для проживания. Поэтому американцы хотят захватить Россию, чтобы вот туда перебраться. Вот такие люди, такие мыслители, говорят, руководят в России. Вместе с тем, обратите внимание, там никаких утечек информации. Там вот создали эти соловьиные пометы. Все там как театральная постановка. Каждый играет свою роль.
перед каждой передачей каждый получает свой тезис. И они проводят активное мероприятие. Я ни разу еще не слышал, чтобы кто-то вот дал реальную утечку информации, за которой можно было бы зацепиться и принимать какие-то решения или что-то прогнозировать. То есть там, вот вам КГБ, вот вам школа КГБ. Они помнят эту американскую пословицу по поводу болтающих губ, которые топят корабли. Никаких утечек абсолютно. Здесь же, какой-то кошмар просто. В отчаянии нечего сказать. Последняя замазка очередная была, значит, как-то так началась волна легкого недовольства о том, что пока Буданов и пиарщики Зопа Ермака рассказывали потом о том, как скоро ВСУ освободят Крым, и как там солдаты ВСУ будут ноги мыть в этих самых водах, в бухте Севастополя, а политики будут вкушать кофе и чай, может быть, легкое крымское вино в кафе в Ялте, а потом бац, и вот приехали туда, куда приехали, линия Суровикина. Так вот, лучшие умы, я последние несколько дней заметил, лучшие умы Опы Ермака теперь, надо же отмазаться как-то. И вот придумали такую штучку, гениальную идею, в кавычках, разумеется, о том, что это была не глупость, когда они вот это все несли. Это было великолепнейшее, гениальнейшее ИПСО со стороны Опы Ермака. То есть они знали вначале, что в начале 23-го года у врага колоссальное преимущество перед ВСУ. И в военной, в личном, в живой силе, и в технике. И они могли рвануть вперед, в атаку, и пол Украины захватить вместе с Киевом. И поэтому вооруженные, то есть вот Опа Ермака, Буданов, они вот начали балаболить по поводу скорого освобождения Крыма, чтобы напугать врага. И враг напугался и зарылся в линию Суровикина. И вот это величайшая победа этих активных мероприятий Опы Ермака. То есть мы должны им благодарить, что они так напугали врага, что он сейчас зарылся за линию Суровикина, которую теперь невозможно взломать. И, как говорит полковник Костенко, никакой надежды, все, труба, провал. То есть, бред какой-то. Не знаю, господа, не знаю, как заставить, а никак не заставить, потому что эта болтовня исходит из Опы Ермака, который руководит всем государством. И в это время, то есть, прочитав скептик на Западе, число которых растет, придет к выводу, прочитав откровение полковника Костенко, решит, нафиг надо на это тратить деньги, нафиг надо давать им помощь. Тем более, что, как сообщает украинская печать, которую вряд ли заподозришь в работе на ФСБ, опять проворовались, теперь на 44 миллиарда гривен. Это вот та недостача, которая обнаружилась в закромах Министерства обороны за этот год. То есть работают по нарастающей. В прошлом году 33 миллиарда, сейчас 44. Я их сложил, поделил по курсу. Не знаю, какой последний курс, я разделил на 33. И получил 2 миллиарда 222 миллиона долларов США. Это вот за 2 года. Исчезло из министерства, закромов министерства, из дырявых карманов Министерства обороны Украины. Что такое 2,2 миллиарда долларов? Это, господа, две батареи Патриот с полным набором боеприпасов или ракет-перехватчиков. Один, значит, железо стоит где-то 400 миллионов долларов, и 690-700 это ракеты-перехватчики. Они там разные. Вот что было украдено у украинцев. Вы представляете? Сейчас их 5, а вот еще 2 было бы неплохо, да?
Днепр там закрыть, допустим, Харьков, Одессу. Ну, то есть жизнь была бы как-то так счастливее. Но нет. То есть, господа, у вас украли 2 батареи «Патриот» с полным боекомплектом. И ничего. Прошло вот это сообщение в печати. Никакого опровержения Опы Ермака. Тишина, все как надо, не на часе. Шоу must go on, как говорится. Шоу продолжается. А в это время Япония, далекая Япония, у которой после окончания Второй мировой войны жесточайшая политика, они не дают, не поставляют оружие на экспорт. Так вот, она принимает решение. Украине-то надо, люди понимают, что Украине надо закрывать небо. У нее есть уже 5 установок. Ну, новые, но, то есть установки есть пусковые, но снарядов все меньше и меньше. А враг будет, зима, будет запускать все больше ракет, запускать авиацию. Поэтому надо помогать. А как помогать? То есть у них политика. Нельзя напрямую Украине. Хотя американцы долго вели переговоры, но пока они к окончательному результату не привели. А в Америке ситуация вот какая. Значит, у них осталось 4,4 миллиарда долларов, на которых они теоретически могли бы поставить оружие Украине. Те же боеприпасы для ПВО, для Патриот. Но для того, чтобы их поставить, они должны заказать на предприятиях ВПК США на такое же количество, на такую же сумму боеприпасы, которые заместят те, которые были переданы Украине. Заместят их в арсеналах Пентагона. Правило, такой закон. Так вот, на замещение у них осталось где-то порядка, где-то 500 миллионов. То есть из-за этого они не смогут потратить полностью 4,4 миллиарда. Они могут поставить только на 500 миллионов. 500 миллионов много не потратишь, потому что боекомплект для одной, повторяю, этой самой батареи стоит где-то под 700 миллионов. И вот Япония согласна передать Америке свои ракеты для Патриот, которые пойдут в замещение тех ракет, которые Соединенные Штаты теперь поставят в Украину. Япония не называет предусмотрительно, на какую сумму она будет поставлять. Но что-то мне подсказывает, она поставит столько в Америку, сколько у них сейчас есть денег, то есть 4,4 миллиарда для того, чтобы, значит, закрыть небо Украины. Вы знаете, на какие ухищрения, на какие ходы идут вот далекие от Украины государства для того, чтобы обеспечить оборону и закрыть небо над гражданами Украины. И что в этом время делает Министерство обороны, которое обязано закрывать небо над своей страной и ее гражданам? Возникает вопрос, эти люди, которые воруют эти деньги, они вообще считают себя украинцами? И они вообще считают, что Украина – это их страна? Или они как саранча, как иностранный спецназ? Их цель – нанести максимальный ущерб своей стране. Кошмар какой-то. Но, значит, вопрос о том, что, да, кстати, и Северная, и Южная Корея помогают уже с поставками, причем она согласилась, уломали ее, напрямую теперь уже готова поставлять Украине. Это, конечно, гораздо большее количество и лучшее качество, чем то, что Северная Корея поставляет Мордору. И вот как прокомментировал американский бывший сотрудник Совета национальной безопасности этот шаг. Это важный шаг для Японии, который подкрепляет ее стремление с начала войны поддерживать оборону Украины. И правительство Нидерландов тоже готово помогать Украине, сделать еще один шаг передачи Украине 18 истребителей F-16. То есть об этом сейчас было заявлено, правительство Нидерландов объявило об этом. То есть там не была названа конкретная дата, когда состоится поставка. Но вот это объявление, оно имеет целью, то есть после него можно будет выделить деньги для подготовки этих самолетов, для
для поставки. То есть дело уже вышло на финишную прямую. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Как там с выборами в Соединенных Штатах Америки? И вот Верховный суд должен был решить вопрос по поводу допускать Трампа к выборам в штате Колорадо или нет. Вы, наверное, помните, вкратце напомню, что Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что на основании поправки 14 Конституции США, которая запрещает лицам, которые давали присягу Конституции США, но потом участвовали в мятеже или восстании, им нельзя позволять возвращаться и быть избранным на какую-то другую должность. Имелось в виду участие Трампа в мятеже или восстании 6 января, по поводу которого сейчас уже дело направлено в суд. Все с нетерпением ждали этого, потому что решение, если бы Верховный суд поддержал это решение Верховного суда Колорадо, то тогда дело бы ускорилось, а прокурор Джек Смит, он хочет ускорить, чтобы началось судебное расследование, вернее, судебное слушание в самом начале марта. То есть как можно быстрее, чтобы не получилось так, что Трамп будет участвовать в выборах, и на это время отложится рассмотрение дела. Верховный суд умыл руки. Верховный суд Соединенных Штатов Америки. То есть Джек Смит, он просил ускорить. То есть Верховный суд США не обязательно должен был принимать это решение. Он просил, как исключение, ускорить продвижение дела по обвинению Трампа. Верховный суд отказался ускорять, сказал, пусть это рассматривает суд апелляционный, как и должно, по идее, быть. Поэтому будет рассматривать апелляционный суд. Как ожидается, апелляционный суд США поддержит решение Верховного суда Колорадо, а после этого его уже опять будет рассматривать Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Есть опасения, что это может задержать начало слушания по уголовному делу против Трампа. По самому главному обвинению в том, что он подстрекал и чуть ли не организовал вот этот мятеж против Соединенных Штатов Америки 6 января. Расклад сил такой. То есть, как ожидается, все-таки поступит это дело в Верховный суд США, наверное, где-то в середине января. Там их 9 судей, один судья, Кларенс Томас, который считается, он консервативным судьей считается, то есть, по идее, он должен быть близок к Трампу, но эксперты говорят, что он должен отказаться от голосования по этому вопросу, потому что его жена ярая трампистка и поддерживала Трампа в тех манипуляциях и в тех голословных обвинениях, которые он обвинял, то есть которые он выдвигал и за которые его сейчас собирается судить. Неизвестно, произойдет это или нет. Второй судья, консервативный, который был назначен при Трампе, Кавано, то есть, по идее, он тоже должен быть за Трампа, но в 2020 году он принял решение о том, что президент Соединенных Штатов Америки не должен быть выше закона. Это было по другому делу, по делу, которое в Нью-Йорке рассматривалось по поводу уклонения от уплаты налогов Трампом и финансовым махинациям. Поэтому прецедент был, то есть, по идее, он должен остаться на этой позиции. И он может остаться, потому что, что ему сейчас Трамп? Трамп его никак не снимет. В отличие, скажем, от прокурора Джека Смита. А судьи Верховного суда избираются пожизненно. Им плевать на президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому ждем. Следующий вопрос у нас, господа, что касается помощи Украине, которой мы так ждем этого решения. Я вам говорил, что в пятницу, то есть не в эту пятницу, а еще предыдущую, Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в совместном заявлении, что очень важно,
сказали, что вроде все нормально. Можно надеяться, что все будет хорошо. По крайней мере, в Сенатом с Биллом, законопроектом о помощи Украине. И вдруг, буквально 2 дня назад, Шумер, уже без МакКоннелла, в интервью частном, начинает нам рассказывать историю, что вот какой расклад, господа, в Сенате. Среди республиканцев 5 человек точно поддержат законопроект, 15 точно не поддержат ни при каких обстоятельствах. Остальные, а там их 49 человек. А остальные во многом зависят от Трампа. Потому что Трамп сейчас имеет большое влияние на всех этих сенаторов, особенно те, которые переизбираются, на конгрессменов, особенно на них. И это дело не совсем предсказуемое. То есть как-то так вот расстроил меня товарищ Чак Шумер, корни которого растут из Украины. О чем он думал, когда делал совместное заявление вместе с Митчем МакКоннеллом о том, что все, ребята, идет нормально. А теперь оказывается, что, вернее, не то, что оказывается, а из его слова. Оказывается, то есть получается, что последнее слово за Трампом. И как он себя поведет, сказать трудно. Ну, если сопоставлять вот эти 2, совместное заявление и то, что он сказал вот в этом интервью, я бы все-таки больше вес придал совместному заявлению. А это, может быть, так, спекуляция, или чтобы потом сказать, какую большую работу мы провели, чтобы преодолеть это страшное сопротивление со стороны Трампа. И тем не менее, значит, по мере того, как мы ожидаем принятия, голосования по этому законопроекту в Сенате, значительно ускоряется работа по решению вопроса о передаче, об использовании, скажем так, 300 миллиардов долларов Российской Федерации, замороженных на счетах в Европе и США. Ну, в США там прямо около 5 миллиардов всего, все остальное в Европе. И дело это, ну, уже на глазах, типа. Еще недавно совсем министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что без решения Конгресса это дело никуда не сдвинется. Теперь уже американцы об этом не говорят. То есть варианты, всерьез рассматривается о том, что могут послать Конгресс и администрация указом президента. А на этом, кстати, настаивал юрист, который на 184-страничном документе первый изложил, Лоуренс из Гарвардского университета, человек с мировым именем, изложил юридическую основу этой акции. Теперь, значит, вопрос это, он писал, что президент Соединенных Штатов может это сделать одним своим росчерком пера, своим указом. Все, не надо никакой Конгресс. И вот с тех пор, я вам, кстати, рассказывал о движении этого вопроса примерно недели 2 назад, да, недавно. Большие изменения. То есть там несколько вопросов, которые нужно решить по этому поводу, чтобы запустить процесс использования этих денег. Первое. Очень важно. Все должно быть в рамках международного права. И очень важно, первый, моральный вопрос. Моральный вопрос не вызывает никаких сомнений. Россия – это Мордор, это агрессор, который совершил чудовищное преступление, преступление военное, сейчас рассматривается даже против человечества. Поэтому с моральной точки зрения агрессор, тут жертва агрессии, агрессор должен хотя бы в денежном плане заплатить, компенсировать жертве агрессии тот ущерб, который был причинен. Первое. Второй вопрос по поводу юридического обоснования. Юридическое обоснование тоже, в принципе, нормально. Поскольку Россия нарушила огромное количество основополагающих документов международного права, она не имеет права, вернее, не будет иметь права, когда у нее конфискуют эти деньги, не будет иметь права ссылаться на то, что у нее государственный суверенитет, а это важный вопрос, государственный суверенитет. И эти деньги, это, значит, находятся под ее суверенитетом, поэтому нельзя их изымать. Все.
Россия нарушила суверенитет Украины, растоптала чудовищными преступлениями, поэтому она не может с одной стороны, значит, ссылаться на то, что у нее есть суверенитет на международной арене в отношении денег, а с другой стороны, она вот растоптала суверенитет Украины. То есть решены моральный вопрос, юридический вопрос. Осталось технический, это важный вопрос. Технический вопрос следующий. Опасения. Ну вот, заберут деньги, конфискация. Некоторые говорят, что а вот инвесторы или те, кто держит деньги в долларах, в евро, они вдруг рванут теперь в другие валюты, потому что доллар станет ненадежной валютой. На это нашли ответ, проанализировали. И говорят теперь, что те, которые могли испытать такую боязнь и опасения, они ушли. Но ушли их вообще незаметно, кто ушел, потому что некуда уходить. Нету в мире резервной валюты сейчас, помимо доллара Соединенных Штатов и в меньшей степени евро. Остальных просто нет. Поэтому уходить некуда. И не ушли, хотя все считают, что рассматривается этот вопрос. Никто не уходит. Следующий вопрос о том, а как передавать. Там несколько вариантов есть. Вариант открыть escrow счет. Там будут деньги вот эти находиться. И под них Украина сможет брать кредиты, лоны, которые будет использовать для своих потребностей. Вариант номер один. Или же, опять-таки, пустить эти деньги, давать, вернее, на коммерческих рынках, на финансовых рынках Запада, использовать эти деньги для выдачи кредитов западному бизнесу, а проценты, которые будут, значит, использовать для Украины. Но это так. Это такие самые маловероятные варианты. Самый главный вариант, вопрос стоит так. Передать ли эти деньги Украине, имеется в виду пока украинской владе, или же сделать это как-то иначе. И вот это все должно решиться до 24 февраля 2024 года. Осталось мало. Ну и теперь, поскольку, как я вам процитировал, Time, получается, правящая элита Украины, она не верит в возможность победы, то вопрос, зачем им деньги давать? Если они уже не верят, они уже встречаются, там, бэк-ченнел, Арахамия для начала, с Абрамовичем. То есть уже пошли сепаратные переговоры или между собойчики. То есть возникает большой вопрос, а стоит ли передавать? Ну а если мы еще добавим сюда вот эти 36 миллиардов исчезнувших гривен и 44 миллиарда исчезнувших сейчас. Кстати, сейчас, опять-таки, в этом... Сколько было криков, помните, со стороны, тогда Леха Золотое Яйцо кричал, как мы можем технику продавать. Оказывается, опять-таки, по сообщениям украинской печати, 1,4 миллиарда гривен – это сумма, на которой снаряды, которые поступают в Украину, они должны, их нехватка на фронте, оказывается, они продаются налево. Ну вот, то есть вот такая коррупция. Как им можно давать? Нельзя им, категорически нельзя давать, господа. И мы с вами это обсуждали. И я думаю, что мы должны приложить с вами усилия для того, чтобы не допустить передачи этих денег в руки коррумпированных представителей власти. Иначе они уже не готовятся отвоевывать территорию. А что тогда остается делать? Остается офшоры, и еще раз офшоры. То есть, вот лично я считаю, что эти деньги должны быть переданы для вооруженных сил Украины и на восстановление Украины, на ее бюджет. Но передаваться они должны международной организации. Для этого можно создать ad-hoc форум, скажем так, из представителей правительств Соединенных Штатов, Великобритании. Можно включить туда еще Францию, Германию, Бельгию, это Швейцарию.
это основные держатели этих денег, и включить туда ряд украинцев, граждан Украины, которые никоим образом не связаны этой властью вообще. И вот этот, назовем его коллективный МакАртур, и будет передавать эти деньги. И к этому времени будет вот этот создан полноценный офис генерального инспектора Соединенных Штатов Америки в Киеве, который будет драконовским образом осуществлять контроль за движением этих денег. И не сразу их давать, а порциями. Получил порцию, истратил, отчитайся. Отчитался нормально, знаете, еще порцию. Вот примерно так. Я думаю, господа, мы примем участие в том, чтобы убедить правящие круги Соединенных Штатов Америки, Великобритании в том, что именно так и нужно поступать. Мы поможем решить этот вопрос. То есть лозунг дня – ни копейки представителям влады. Они скомпрометировали себя до невозможности. Веры им больше нет. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшние выпуски. Ждем ночи перед Рождеством, хоть там и чертовщина, но в конце концов мы знаем, что силы добра победят. Хотя многие ожидают, в основном те, которым не нравится Украина или которые к Украине относятся как к территории, из которой нужно отжать определенное количество денег и смотаться оттуда. Так вот, они предсказывают, что Украина будет, то есть следующий год, 24-й, будет очень трудным годом. Наверное, он будет нелегким годом, но вот те люди, которые принимают участие сейчас в решении вопроса о 300 миллиардов, они говорят, что это будет game changer. То есть это решение, если оно будет принято и будет реализовано, оно изменит ход игры. Game change, да? Или ход войны, господа, станет ее поворотным моментом. Ну и будем надеяться, что 50 миллиардов Евросоюза будут выделены все-таки. На Орбана там должны найти управу. Ну и надеемся, что все будет нормально в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. То есть, в общем, в целом, у нас есть основания смотреть на следующий год с надеждой. Итак, как обычно, слава вооруженным силам Украины, слава Украине, вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. То есть представители власти могут позволить себе безуглый или бездумный пессимизм. Народ Украины не может это позволить, потому что это их земля. Им некуда сматываться. У них нет счетов в офшорах. Поэтому твердо верим в победу. До новых скорых встреч.